Черт, Воу-воу. черт. Что происходит? Я же избавился от всех Надо споров. развернуть корабль срочно! Ничего не надо Нет, не успели. Кто бы мог подумать, как говорится. Разрушенный город, тысячи сломанных автоматонов, сгоревшие буквально все, кого мы знали, кроме Саймона, Солуса и Дилана. И самое главное, побег. Друзья, благодаря ключу по имени Джена мы сбежали с острова. Спасибо, Джена, и покойся с миром. А также покойтесь с миром Чет, Карл, Жаклин, Саша, Энди и многие другие. Увы, здесь не получится короткого списка. Сейчас же я банально не знаю, о чем говорить, ибо мы плывем в неизвестность. Мы впервые за этот сезон покидаем остров. И напомню, наша команда я, Дилан, Шерон и Ричард. Захватив пароход, мы встречаем «Продолжение следует». И это продолжение прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы плывем незнамо куда, незнамо зачем. Да-да, наша компания из 3 живых и 1 автоматона покидают уже мертвый остров навстречу новым приключениям. И раз уж серия закончилась на «Продолжение следует», продолжаем уже через 3, 2, 1. Так... О, всем привет. Так, погоди, где это я? Что это я? О, нифига, это каюта. Мы все еще плывем, да? Мы на пароходе. О, боже мой. Ребят, я сразу скажу то, что мысленно я все еще в предыдущей серии. Я до конца не отошел. Поэтому я буду очень часто, скорее всего, мыслями где-то там. Но при этом, само собой, давайте будем думать, что происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас у нас Дилан, каюта, запертые бочки. И, собственно говоря, мы куда-то плывем. Окей. Я даже не знаю, мне будить Дилана? Его не разбудить, понял. Так, если это моя каюта, я могу выйти на палубу. О, да. Плывем. И давайте все-таки вернемся, потому что меня привлекла эта бочка. Так, бочечка. У меня главное отмычки. Да, это хорошо, что они есть. О, новичок, хорошо. Что здесь? 1В. Стоп! Вспоминаем примерно 30-ю серию этого сезона. У нас уже фигурировала где-то такая надпись В. Это валюта. Ну да, на самом деле, если так подумать, то СТ это же фантики. Фантики, придуманные для автоматонов и мироходцев, которые живут на острове. Ё-моё! Настоящая валюта это В. Так, окей. Слушайте, хорошо. Она не соединяется, потому что это 2, это 1. Хлеб с отрубями. Давай-ка на всякий случай возьмем, явно понадобится. Апельсин, легкий перекус. Сторителлинг. Ага, это прям сюжетный апельсин. Хорошо, я тоже возьму. Прикольно. Я понял то, что походу надо взламывать. А это у нас что? Так, бывало. Сейчас взломаем быстренько. Оп. Блин, меня прям тревожит. Всего тревожит от всех этих действий. Что это? Чья-то пустая каюта. Так, ну посмотрим. Если тут будут деньги, то это хорошо. Видимо, понадобится. Коробка, палочки для суши, документы, калькулятор. Деньги! 10В. Берем по-любому. Далее, наверное, коробку тоже возьмем. Может быть, ее вскрыть можно? Нет, это просто коробка. Тумбочки, если что, не открываются. Полки наверху вроде как пустые. Ничего не лежит. Ой, ладно, я надеюсь, что в ближайшие минуты паника куда-нибудь сойдет на нет. О, Ричард, привет. Да, здорово. Блин, я думал, что когда мы сбежим с острова, я буду свободен. Но вместо этого меня разбудил Дилан и заставил готовить. А сам улегся в кровать. Я, может быть, тоже хотел полежать в кровати еще несколько часов. А тебе-то он, кстати, никаких заданий не оставил. Я чувствую какую-то несправедливость. Ладно, я сделаю это. Ой, кстати, ведь действительно, у меня никаких заданий нет. Справедливо? Я считаю, что все справедливо. Так, Дилан, в итоге... Что? Рядом слишком Что? Рядом слишком холодно, чтобы спать? Типа мы у моря, и здесь очень-очень низкая температура. Не, ну на самом деле верится. Вы посмотрите, какой витрина. Так, окей. У меня тут еще, кстати, коробочки. Давай-ка, наверное, зайдем сейчас сюда. Угу, это можно взломать. Здрасте. Главное, чтобы никого не было. Вау, боже, а у меня отмычек-то хватит. Я, конечно, очень надеюсь, что я смогу там железо найти и скрафтить. Но пока что... у меня 8 отмычек осталось. Не нравится. Так.
Вок, обильная еда, бутылка воды. Бутылку воды по-любому берем, это хорошо. Далее курицу выкидываем, деньги забираем и взламываем следующий сундук. Я уверен, что чем больше у меня сейчас взломанных сундуков, тем проще будет в дальнейшем. Компас, палочки. Так, вот опять же деньги берем. Если что, бутылку воды, кстати, можно разместить сюда. А, так у меня была, но она почти пустая, поэтому вот так вот заменяем, эту выкидываем. Ой, кстати, а тут оказывается еще одна дверь, которая не под замком. Привет. О, все-таки тут еще можно что-то обворовать. Хорошо. Так, аккуратненько. Деньги. А вот это, кстати, вообще используется или нет? Палочки для суши и вок. Недаром же это сторителлинг. Просто если меня реально тут едой кормят, то, может быть, эта еда как-то прям реально решать будет в будущем. Так, калькулятор. Не используется, понял. Я так, знаете, уже на всякий случай. Документы при этом не читаются, их можно просто положить. Да, я так и думал. Паутина, лупа, бутылка. По итогу, может быть, записка какая-нибудь? Нет. И ладненько. Наверное, я сейчас все это успею еще взломать, доломать и так далее. Пойдем попробуем поговорить с другими. Дилан там, Ричард там. Подожди, а Шерон? А, чего? Шерон за рулем? Окей. Шерон? Ой, Ло. Ой. Дилан всю ночь стоял за рулем. Часа 2 назад передал управление мне и улегся спать. Ты же, надеюсь, не будил его? Нет, ни в коем случае. Даже не пытался. Нет. Ой, вот и хорошо. В его-то возрасте нужно много спать. Так, ладно. Я буду дальше. Окей, дальше так дальше. Управляй. А мне, наверное, ярко намекают на то, что нужно все поломать и все забрать. Ой, ты посмотри. Алмазный замок. Ну давай. Главное не ошибаться. Отмычек не так много. Ай. Сюда. Да ё-моё. Хорошо. 50-е. 100-е. Ой-ой-ой, какие бумажки. Я, конечно, еще не знаю, какая у них ценность. Доброе утро. Доброе утро. А ты что, не спишь? Ну как? Не сбились с курса? Не, все хорошо. Я не заметила никаких проблем или неисправностей. Ну, вот и хорошо. Может, сможем ненадолго отвлечься от управления. Что? Отвлечься? О, ты уверен, что это хороший план? Да, все мои планы хорошие. Ой, и вот опять. Так, ладно, не надо. Слушай, я просто считаю, что мы должны отпраздновать наш побег. Мы же сбежали. О, ты прав, Дилан. Мы определенно должны это отпраздновать. Так вот, почему ты заставил Ричарда готовить. Ну, да, типа. А еще, чтобы он не мешался. Ло, пойдем, поможем Ричарду накрыть на стол. Мы позовем тебя, Шерон, когда закончим. Слушай, а ты уверен, что тебе стоит идти, Дилан? Ты совсем уж мало поспал. Лолошка может и в одиночку помочь Ричарду. Да, ладно тебе, не беспокойся. Я спал вчера, когда вы были на парах. Пойдем. Ща, погоди, у меня тут это. Так, учебник ремесло. Ага, прокачка, значит, остается, понял. Сейчас, боже, убрать что-то надо. Денег больше нет. Плевать. Все, пойдем. Такая-то у меня паника, реально. Она никуда не деется. У меня прям ощущение такое стойкое, что я могу сейчас что-то завалить, и это потом как-то аукнется. Хотя, казалось бы, ну вроде все мирно, нормально. Да? Ты чё проснулся? Повар из тебя так себе. Да? Так и готовил бы тогда сам. Все тут у нас, видите ли, критики. Да ладно, успокойся. Давай просто поставим это на стол. Да, не ссорьтесь, ребят, а то я вас всех за палубу. О, поставь вот это на стол. Да, сейчас. Так, коробка, наверное, все-таки не понадобится. Давай. Двойной чизбургер. Ням-ням-ням. Итак... Да, у нас вроде все готово. Давайте, идите, зовите Шерон. Я, пожалуй, здесь останусь. О, а ты разве не говорил только что я плохо готовлю? Не значит, что я собираюсь отказываться от готовой еды, Ричард. Логично. А мне-то что-нибудь останется, когда мы придем? Что, мне идти? Что? А, мне идти, наверное, да. Он просто ждет, пока я с Шерон приду. Сейчас. Извините. На всякий случай я хочу проверить все коробки, на которые у меня хватит отмычек. Так, деньги. Далее рыболовство. Я не знаю зачем, но давай возьмем. Далее это. И вроде бы денег. О, смотри, проволока. А из проволоки-то можно делать еще отмычки. Да. Тогда мы это тоже возьмем. Только у меня вот
места нет. Давай тогда изумруду куда-то сюда пока что. Вот эти фантики СТшные мы убираем. Они мне, походу, уже не пригодятся. Далее берем проволоку. И у меня как раз тут есть верстак. То есть, если что, скрафтим. Так, это... Я не упущу ни одного выгодного сундука. Так, рыболовство и удочка. Слушайте, нам как-то частенько намекают на то, что, походу, мы будем рыбачить. Реально, прям намекают. Далее снова отмычка. Взламываем. Я не знаю, сколько у меня денег в итоге сейчас накоплено. Потому что, если я зайду в телефон, то... связи нет, но при этом текущий баланс 33 тысячи СТ. Казалось бы, вроде такой богатый, но уже нифига не богатый. Все мои деньги в ноль. Непонятно даже, куда мы, черт возьми, плывем. Так, вот тут еще можно взломать. Тут аккуратненько. Оп, даем. Блин, 4 отмычки осталось. О, сколько денег, хорошо. Хорошо, хорошо, дальше. Выдуватель мыльных пузырей. Проволока, оу, то, что нужно. Сейчас мы попробуем сделать. Надеюсь, я прав и действительно помню крафт. Так, привет, отмычка. Конечно, одна, но... это лучше, чем было. Кстати, да, я не слепой, ребят. Если что, я заметил то, что здесь стоит статуя университета. И давай-ка мы зайдем. Здесь у меня получается 54 уровень. До 55-го бла-бла-бла опыта. Прокачиваться, получается, сейчас я явно не могу. Зато я могу потратить те самые 2 поинта. У меня только вот вопрос. Если я прямо сейчас прокачаю, допустим, базара 0, теперь краденое можно продавать не только скупщикам. На кой смысл мне эта прокачка? Типа она вообще хоть как-то порешает в этом сезоне еще? Но у меня 2 поинта. Что мне точно могло бы пригодиться? Давайте представим то, что мы приплывем куда-то, где опять же расходуются вот эти деньги. То есть это цивилизация как минимум. Если это цивилизация, то наверняка мне нужно... Блин, ну я даже не знаю, ну опять же созвездие вора. А, ну вот, кстати, накладные карманы в 2 раза увеличивает переносимый вами вес. У меня сейчас инвентарь так-то забитый, и у меня 64%. Это пипец. Это, кстати, знаете, благодаря чему? Это благодаря моему фитнесу. Браслет, кстати. А, зарядка. 1 зарядка всего лишь. У меня было 3. Это трэш. Допустим, я смартфон заряжаю. Я даже не знаю, зачем мне теперь этот смартфон. Ну окей, вот фитнес-браслет. Это же заряжается, да? Чуть-чуть подождали. Снова снимаем. Надеваем и 59, да, то есть эта штука работает, и по сути мой метаболизм, живучесть, стойкость, это никуда не ушло. Конечно, возможно, потом что-то поменяется, но пока что нет. Давай тогда как мы сделаем? На всякий случай, раз уж у нас есть только один вариант зарядки и один вариант браслета, я поставлю это заряжаться. Далее, телефон у меня пока что 69%, поэтому не паримся. Если же говорить о том, куда мне потратить эти поинты, я начал уже думать, конечно, и про созвездие воина, но нет. Нет. Созвездие вора это явно то, что на весь сезон. Я прям уверен, то, что вот эти все базара 0, все эти детоксы, это все надо. Шанс найти в хранилищах драгоценные камни. Так вот, скорее всего, о каких хранилищах имеется в виду речь. Сезон еще даже не дошел до них. Мать. Так это да, тогда давай заранее прокачаем. Шанс найти в хранилищах драгоценные камни. Go. Отлично. И верняк. Во всех вскрытых хранилищах вы гарантированно находите деньги. Вот какие деньги. Вы посмотрите, тут даже что нарисовано. Тут такая вот купюра, пачка. Видите? Ну да, я понимаю то, что на СТ они тоже похожи. Но все равно мне кажется, что речь именно о этих деньгах. Не СТ. Прокачиваем. Да, все, теперь я понял, А еще речь заводилась о том, что холодно, вот. Рядом слишком холодно, чтобы сейчас спать. То есть, получается, мне на всякий случай электрогрелку тоже не потерять. Какой же у меня мандраж от всего происходящего. Я могу это 1000 раз сказать, и все равно будет мало. Так, ладно, все, я спокоен. Я спокоен. Может быть, где-то в этой стране еще что-то найдется? О, там золотой. Так, золотой это хорошо. Здесь получается ничего. Итак, у меня сейчас огромная надежда на то, что получится с 2 отмычек взломать золотой сундук. Тихо. О, получилось. Фух. Взлом. Так, взлом по-любому берем. Здесь еще проволока, еще отмычку сделаем. Деньги. Такое ощущение, что на самом деле я взломал все сундуки, которые можно было взломать. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, еще что-нибудь найдем. Но я точно залутал много. Давайте пока сойдемся на этом. Эй, Шерон, пора идти. Что? Вы все уже закончили? Так, сейчас. Ну, вроде бы здесь все в порядке. О, ладно. Знаешь, я на самом деле тоже голодная. Вчера даже не поужинала. Не думаю, что кто-то вообще поужинал. Пойдем.
Да, это правда. Мы же ни на что не наткнемся, да? Все-таки не нравится эта идея оставить штурвал. Здесь у нас ничего. Пока идем, проверяем все сундуки. У меня еще осталась отмычка. Вот там наверху надо будет проверить. Давай смотри, как проволоку сейчас берем. Все, у меня 2 отмычки. И быстро. Сейчас. Так, поводок это мое. Нет, вроде бы ничего такого. Все, я тогда... Дилан, ты что, серьезно? Ты начал без нас. Это невежливо. Да, а я говорил ему. Ну, Дилан, видишь? Даже Ричард это знает. Да, что значит «даже, Ричард»? Это даже... Значит, что у нас нет никаких от тебя ожиданий. Садитесь уже, садитесь. Хватит болтать. Да хватит обижать Ричарда, ну блин. Мне кажется, он взорвется скоро. Блин, вы посмотрите на его лицо. Он реально взорвется. Так, все. Ну что ж, наконец-то мы можем отпраздновать. Поверить не могу, мы реально сделали это, мы сбежали. Ну, еда, правда, у нас, конечно, не очень праздничная. Так, слышь, еще одно слово про мою готовку, и я тресну по твоей дедовской башке. Тихо, ребят, не надо. Не, ну а что, мы едим в честь нашего побега. Что вам еще нужно, а? Ну как это что, Дилан? Тост, например? О, нет. Тогда это точно не ко мне. Давайте все тосты уже на материке, а? То есть ты все-таки хочешь нормально отпраздновать? Просто беспокоишься, что еще рановато, да? Самое сложное уже позади. Можно расслабиться, Дилан, не парься. Блин, не нравится мне это, честно говоря, то, что вот так вот нагнетает. Но пока все хорошо, мне правда радостно. Так, кушай. А почему я не кушаю? Вкусный бургер, вкусный чизбургер. С сыром я вижу, с мясом. Ну чё, раз уж мы сбежали, то, может быть, расскажете мне все уже или как? Все? Что значит... Шерон, мы ведь так и не рассказали ему про мироходцев. Что, про кого? Не, я хотел узнать про то, как вы узнали про автоматонов. Родители сказали, что вы не должны были об этом знать. Да, Ричард, мы тебе обязательно все расскажем, но для начала нужно вернуться к управлению. Я знаю, что сказал, что можно ненадолго уйти из рулевой рубки, но ненадолго закончилось. Справедливо. Лучше все-таки управлять. Так, ну вот мы здесь. Ну? Я жду историю, Дилан. Господи. Молодежь в наше время такая нетерпеливая. Чё? Какая... Блин, ты вообще еще подросток, Дилан. Вот удружил такими словами, сынок, вот удружил. Давно мне таких никто комплиментов не делал. Ты, слушай, не беси, а? Я очень хочу тебя ударить. Слушай, Шерон, может быть, ты расскажешь, наконец? От Дилана, кажется, я ничего не добьюсь. Нет, слушай, я тут подумала, а давай сначала ты расскажешь об этой симуляции все, что знаешь. А потом уже мы дополним... Ай, блин. Ладно. О, супер. Но... Короче, этот остров — это проект, созданный Джоном Дэйви Харрисом. Родители никогда не говорили мне, зачем он был создан, но... это было 20 лет назад, да. Точнее, нет. Тогда строительство начинали. Насколько я знаю, к тому моменту уже были разработаны первые модели автоматонов. Но их еще не производили массово. Это были такие штучные экземпляры. Вот. Все, я знаю не очень многое. Родители почти ничего не говорили мне о мире за пределами острова. Что? Подожди. Неужели это все? Ну да, как я сказал, у меня не так уж и много информации. Я могу рассказать об уборщиках, но что это даст-то? Вы и так уже о них все знаете. Они просто наемный персонал этого острова. Отвечают за автоматонов. Работают вахтовым методом, не возвращаясь на материк месяцами, а иногда даже годами. Вот, это... Слушайте, ребята, это правда все? Да. Да чё? Понятно. У нас есть немного больше информации, Ричард. Давай начнем с мироходцев. Ты же ничего раньше о них не слышал, да? Нет. Хорошо. Смотри, мироходцы — это люди, способные перемещаться между мирами. Мы используем для этого особый орган — ОМП, или же орган межпространственного перемещения. В народе его еще называют вспышкой, из-за яркого свечения, которое появляется при перемещении. Это чё, ты на каком-то сленге говоришь, что ли?
Чё за другие миры такие, а? А я ведь тоже до сих пор не получил никаких подтверждений, что это правда. Но на острове было много людей, называющих себя этими мироходцами. А ведь та железка, из-за которой все началось. Дженна, она упоминала это слово. Да, вот именно, упоминала. Я и Лолошка — мироходцы. Джон Дэйви Харрис тоже. Да? О, серьезно? Я слыхал от родителей, что он появился из ниоткуда, но... Блин, я не думал, что они имеют в виду, типа, реально другой мир. Знаешь, ты как-то воспринимаешь это очень легко. Да, я просто не особо в это верю. Пока что скорее подыгрываю. Ладно, в любом случае, я рассказывала о мироходцах не для этого. GDH создал остров как ловушку для мироходцев. Почти во всех мирах, где она знают, нас считают угрозой. А на этом острове, видимо, запирают мироходцев ради благополучия других миров. Так, стоп. Но GDH, он же сам мироходец, разве нет? Вот то-то и оно. Именно поэтому на этом острове мироходцев не держат силой. Да, Шерон? Поэтому же? Да, именно поэтому. Тут исполняют наши мечты. Все, что мы захотим. Мироходцы даже не пытаются сбежать, поэтому и не знают, что в ловушке. А потом кто-то попытался запереть тут GDH, да? Но вместо него здесь оказался вот этот Лолошка. О, ничего себе. Ты догадался, смотри-ка. Да, и чё? Блин, слушай, тут самый главный вопрос, как он это провернул? Ой, меня это тоже интересует. А вот именно этого, Ричард, мы как раз и не знаем. Но я думаю, что это не было его первоначальным планом. Он просто оставил для себя несколько лазеек для побега. Именно ими мы и воспользовались. Тот код, который встроен в Джену, помнишь? Который освободил всех автоматонов. Так, да, помню. Этот код ведь тоже был создан GDH. И я подозреваю, что это он делал для себя, а не для Лолошки. Иначе бы он рассказал об этом Солусу. А он рассказал только о том, что собирается сбежать. То есть он попал в собственную ловушку. Или же... Я не GDH. Не попал. Нет, слушай, мы еще не совсем уверены. Но пока все указывает на то, что Лолошка и GDH это разные люди. Ну, за исключением внешности. Ну дела. Но как ты справился с тем, что являешься автоматоном, я так и не понял. Ну, тут все просто. У меня тоже есть особый код, как у Джены. Но он отвечал за мою реакцию на информацию об автоматонах. Поэтому я с этим и справился. А ты, получается, мироходец, не стал влюбленным в Хэнфорд идиотом, потому что... Потому что изначально все подстраивалось под GDH. Он же у нас такой потрясающий ученый, да? А из рассказов Саши очевидно, что он очень любил учиться. Университет для него был идеальным местом. Но не для Лолошки. Это правда. Он явно не самый усидчивый ученик. Помню начало года, когда он ходил на пары через раз. Я даже думал, что у него такой алгоритм. Так, погоди. Так это поэтому в тебя встроили странный код, да? GDH знал, что вы будете соседями, вот оно как. Вероятно. Кажется, GDH все продумал наперед. И получается, код GDH не давал тебе посылать информацию уборщикам. Ну, нет, вот тут ты не прав. Если бы. Мне пришлось отключить у себя функцию отправки сообщений о поломке. Даже в подвал пришлось лезть. О, это тогда, когда я поймал вас, да? Да, нет. Это была наша вторая попытка туда залезть. А, понятно. Ну, слушай, это на самом деле много информации. Мне это нужно точно обдумать. И как-то для себя придумать, что вы имеете в виду под другими мирами. Психопаты, блин. Все, давайте, я занят. Черт! Я же избавился от всех. Что происходит? Что за хрень? Чё такое? Блин. О, черт. Я совсем забыл об этом. Что? Что, о чем ты забыл, Ричард, о чем? О сигнале. Черт. Да, сигнале, о чем ты? Сигнале, о чем ты? Сигнале, черт. Надо развернуть корабль срочно. Ничего не надо Нет, не успели. Боже, он реально отключился. Подожди,
Ричард, о каком сигнале идет речь? О каком сигнале? Да... Сигнал, заставляющий автоматонов работать. Его источник находится в центре управления. Именно поэтому оттуда можно получить доступ к любому из них. Но действует, как ты поняла, он только на определенном расстоянии. Думаю, мы вышли за его радиус. И ты не мог сказать об этом раньше! Да я просто... Я же сказал, что я забыл! Но есть же способ вернуть его назад, есть же способ! Да, есть. Если мы дадим уборщикам починить его. Даже если мы просто вернемся в зону сигнала, он уже не восстановится так просто. А я... Блин, я понятия не имею, как это чинится. И возвращаться на остров я, если что, тоже не собираюсь. Лучше придерживаемся выбранного курса. Возможно, ты прав. Я тоже не хочу туда возвращаться. Но неужели мы бросим Дилана? Да... Слушай, я боюсь, от него ничего не осталось. Программный код автоматона — это секретная технология. Если автоматон без специальной авторизации покидает радиус, его код полностью стирается, чтобы он не попал в руки конкурентов. Что, блядь? Почему каждая серия это просто какой-то разрыв шаблона моего понимания происходящего? Какая нафиг смерть Дилана? Вы чё, рофлите? Мы не можем так просто бросить Дилана, это же... Это бред, ребята! Вернемся на несколько метров назад и встанем на якорь. Ричард много знает об автоматонах. У нас есть флешка с его данными. О, кстати, у нас же есть его память, точно. Возможно, мы сможем его починить. Дилан хотел быть свободным, как и мы. Да. Эй, Ло, ты что, сейчас серьезно? Ричард же сказал, что не справится. Да, слушай, я с таким никогда не сталкивался. Да и зачем это? Что, в смысле, зачем? Дилан, мой друг, черт возьми! Эй, Ло, стой! Ты сейчас серьезно просто развернешь корабль? Когда мы все против? А ну-ка не подходи ко мне! Ах, значит так, да? Тогда я ухожу! О! Чего, Да. Так вот как выглядит перемещение мироходцев. Вот те прикол, блин. Чувак, она нас кинула. Ты знаешь, как управлять этим кораблем? Потому что я... Нет.